Вот, друзья, мы закончили горловину. Вот эта ширина, думаю, нам достаточно. Если вы хотите пошире, еще можете добавить ряды. Я вот здесь вязала после набора петель 10 рядов платочной вязкой. И вот здесь, вот видите, это у нас лицевая сторона. И это у нас получается левая часть переда. Вот когда мы его так поставим, горловина треугольная вот почти готова. Вот теперь мы должны отделить петли для планки переда. И заодно сразу мы здесь сделаем петельки для пуговицы. Если у вас мужской жемпер, тогда вы петельку для пуговицы сделаете на левой стороне планки. А если женская кофточка, тогда вы сделаете петельки для пуговицы на правой стороне. Теперь мы отделяем наши петельки для планки. Для этого мы заранее определились, что у нас будет для планки 8 петель. Если вы хотите изменить количество петель для планки, или уменьшить, или увеличить, ничего страшного. 1-2 петли туда-сюда, ничего не изменится. Вот 8 петель. Для этого мы теперь вот эту маркировку будем перемешать после 8 петель, что мы отделим здесь петли планки. Первая кромочная, лицевая, петель, вот эту 4-ю и 5-ю петлю мы провяжем вместе с наклоном вправо, вот таким образом. Лицевой петлей и берем накид. Здесь, значит, у нас будет 5, 6, 7, 8. И мы поставим маркировку. И заодно мы открыли здесь петельку для пуговицы. Теперь продолжим вязать все петельки до правой планочки лицевыми петлями. Вот мы дошли в другой конец. Это у нас правая половина переда. И вот остались здесь тоже 8 петель. Теперь эти петли мы тоже отделяем для планки. Для этого мы ставим маркировки и провяжем наши петли планки платочной вязкой. Здесь тоже мы сразу образуем петли для пуговицы, если у нас это женский жемпер. Тогда 3 петли провяжем лицевыми петлями, берем накид и 2 петли вместе, вот 4-ю, 5-ю петлю провяжем вместе с наклоном вправо, вот так. И остальные петли уже провяжем лицевыми петлями. Это мы уберем. Теперь не надо, эта маркировка нам. И вот так у нас вот отделили 8 петель для планки. Теперь на изнаночной стороне. На изнаночной стороне мы все петли планки провяжем лицевыми петлями, потому что это у нас платочная вязка. А остальные петли тела, теперь начинается тело кофточки, мы вяжем изнаночными петлями. Вот теперь у нас 8 петель. Накид тоже провяжем лицевой петлей. Вот лица петли планки. Вот 8.
Теперь остальное все петли мы вяжем изнаночной петлей. Это мы вяжем до начала правой половины переда. Вот до сюда. И здесь я вам покажу. Начинаем образовать росток. Вот, друзья, мы дошли в другой конец нашего переда. Мы сейчас находимся на изнаночной стороне. Вот, когда посмотрим с лицевой стороны, вот это у нас левая полочка, левая сторона переда. Теперь мы отсюда сразу начинаем образовать росток. Вы знаете, я росток образую на счет сокращения петель спереда. И это здесь тоже мы этот метод применяем. Вот первые 2 петли мы провяжем вместе изнаночной петлей, и с этим мы сокращаем 1 петлю. Для этого как? Вы в предыдущем видео знаете, когда я провязала, вот так просто брала и провязывала вместе. Теперь я еще один вид я вам покажу. Именно вот по-другому мы вяжем 2 петли вместе. Это сперва мы справим обе петли и провяжем, беря на правой стенке обе петли, вот так, и провяжем вместе, таким образом. Поняли, да? Я еще раз покажу, чтобы вам было понятно. Петли наши лежали вот в таком виде. Мы сперва справили петли, перепоставили таким образом. И мы выводим спицу вот за правой стенки петельки. Вот. И обе петли вот так взяли, да, и провязывали вместе изнаночной петлей. И каждый раз, когда мы с изнаночной стороны сокращаем петли на левой полочке, мы обязательно вот таким образом сокращаем. И теперь следующую петлю провязываем. Все, мы поворачиваем нашу работу. Теперь мы находимся на лицевой стороне. Первую петлю возьмем на спицу, не провязывая. Вторую петлю провязываем лицевыми петлями. Теперь возле регланной петли мы уже начинаем образовать регланную линию. Для этого мы, вот это у нас регланная петля после маркировки. До маркировки берем накид, регланная петля и накид. Вот так мы теперь будем каждой регланной линии мы образовать уже регланную линию. Вот дошли. Это у нас опять регланная линия спинки, спинной части. Да, регланная линия, берем накид, маркировку проводим. Вот эта регланная петля, опять накид. Теперь мы вяжем спинку. Вот опять дошли до регланной петли. Перед маркировкой накид, регланная петля, после регланной петли опять накид. Теперь у нас правая рукава.
Вот опять дошли, регланные петли переда, опять берем накид, регланная петля, накид. Вот теперь у нас начинается вот правая сторона переда, правая полочка. Теперь вот здесь опять мы сокращаем петли. Для этого мы вот эти две петли переправим и вяжем их вместе с наклоном вправо. Вот это запоминается, потому что каждый раз, когда мы сокращаем петли, когда мы вяжем две петли вместе на правой полочке, мы сокращаем их, провязывая вместе с наклоном вправо. И одну петлю мы провяжем, поворачиваем нашу работу. Теперь мы находимся на изнаночной стороне. Первую петлю возьмем спицу, не провязывая. Следующую. И накиды тоже провяжем. Это накиды у нас считаются регланные накиды. Провяжем изнаночными петлями. Если хотите, чтобы здесь дырочки не было, все накиды возле регланной линии провяжите скрещиванием. И мы так провяжем до начала следующей левой полочки. Вот до сюда. Вот дошли начало правой полочки. Провяжем накид. И первая петля. Вот последняя петля, которую мы в прошлый раз, в прошлом ряду мы провязывали. Вот здесь уже видно будет большое расстояние. Вы никогда не ошибетесь. Вот с этим петлям мы теперь опять провяжем две петли вместе. Со следующей петли вот эту петлю провяжем вместе. Для этого мы поправим опять петли, как в прошлый раз. Поправили петли обе. Опять вот берем за правые стенки обе петли вот и провяжем изнаночно. Вот провязали и одну петлю провяжем и разворачиваемся. Разворачиваем нашу работу. Опять первую петлю берем, не провязывая, остальные петли провяжем лицевыми петлями. И опять, когда доходим до маркировки регланной линии, до маркировки берем накид, регланная петля, берем накид. Это у нас накиды оформляют наши регланные линии. И вот так образом мы берем накиды возле регланной петли и доходим до начала нашей правой полочки. Вот дошли опять начало правой полочки. Берем накид, регланная петля, накид. И вот это у нас последняя петелька предыдущего ряда. И вот это у нас начало ряда. Вот здесь вот состояние. Вот теперь мы вот эти две петли провяжем вместе. Для этого мы поправим петельки. И, как всегда, мы их провяжем вместе с наклоном вправо. И одну петлю следующую провяжем. И поворачиваем нашу работу. Первую петлю возьмем, не провязывая, вторую начнем провязывать. Вот таким образом, друзья, остальные все петли с обеих сторон мы вот так
с укороченными рядами будем одну петлю сокращать, здесь одну петлю провязывать. В следующем ряду опять одну петлю сокращаем, одну петлю провязываем. Вот такие манипуляции с обеих сторон мы будем выполнять. Это вы будете самостоятельно провязать. И мы с вами встретимся, когда уже мы приближаемся к нашей планочке. Вот здесь. Вот, друзья, мы уже приближаемся к последние петли перед левой планки с изнаночной стороны. Вот здесь у меня остались 2 петли до планки. Вот здесь тоже мы одну петлю сокращаем, одну петлю провязываем. Это мы обе петли переправим, как всегда, и провяжем за заднюю стенку, за правую стенку обе петли изнаночной петлей. И эту петлю провяжем. Бывает так, вы когда последнее уже дойдете, у вас могут здесь остаться не 2 петли, а 3 петли. Ничего страшного. Тогда вы одну петлю оставляете, и когда обратно еще раз, когда придете, вот эту петлю 2 вместе провязываете и сразу переходите на вот эти петли планки. Так, поворачиваем нашу работу. И здесь мы вот эту последнюю петлю теперь так берем на правую спицу, и так мы нитку тянем. Вот. Здесь у нас образуются вот 2 ножки петли. Вот таким образом мы продолжаем вязать на лицевой стороне. Это нам даст, чтобы здесь, когда мы в следующий раз будем провязать дальше, здесь не образовалась дырочка и больше расстояния. Мы продолжим вязать на лицевой стороне. У нас на другом конце тоже остались 2 петли, чтобы вязать росток. И мы увидимся там. Вот, друзья, с лицевой стороны опять мы дошли последние петли правой планки. Здесь тоже сокращаем 2 петли вместе. Сперва переправим наши петельки. И следующую петлю провяжем. Теперь пойдем обратно. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю, которая у нас была последняя петля, вот это мы, когда берем на спицу и протянем нить. И петелька у нас образуется такие 2 ножки. Таким образом мы продолжим вязать. Вот, друзья, опять мы с изнаночной стороны дошли до левого края нашей горловины. И вот наши планки 8 петель. И вот это у нас перед планками, вот это у нас, которая петля 2 ножки мы образовали в прошлый раз. Вот 2 ножки. Я сейчас покажу, как это 2 ножки мы будем провязать. Вот 2 ножки мы берем вот таким образом. И провязываем изнаночно. Вот мы теперь присоединяем наши петли планки, левой планки. Вот для этого я специально поменяла нить на голубую, чтобы было более понятно. И просто провяжем
лицевыми петлями эти 8 петель планки. Поворачиваем нашу работу. Теперь на лицевой стороне мы петли планки вяжем платочной вязкой, всегда лицевыми петлями. Так, раз, два, три. И поставим свою маркировку, которая была. И теперь мы будем вязать дальше. Мы теперь с вами встретимся там, на правой стороне планки. Вот, друзья, с правой стороны тоже дошли до последней петли, которая образующая росток. Вот здесь у нас образовалось 2 ножки, которые мы в прошлый раз образовали. Вот это мы провяжем вот таким образом. Вот. И уже присоединим наши петли правой планки. Вот. Теперь мы будем туда и обратно на лицевой и изнаночной стороне вот так разворотными рядами с этой конца до этого конец мы будем вот так вязать наше вязание. Если у вас будут узоры, здесь оформляете узоры на теле кофточки. Обязательно не забудете оформлять регланные линии. Вот. И еще провяжем 4 или 6 рядов, и видно будет наш результат.